Никогда не оставляйте дверь после стирки в стиральной машине открытой. 40 лет работаю мастером по ремонту стиральных машин, и всегда одна и та же проблема. Если прихожу на вызов и узнаю, что дверь в стиральной машине после стирки была открытой, все понятно, какие с ней будут проблемы. Я видел очень много машинок, где вот эти металлические части, стыки, они все сгнили. Эта машинка еще новая, ей буквально всего 1 год, но через годика 2 она у вас точно сгниет, и вы ее просто выбросите на мусор. Стиральные машинки от открытой двери портятся, и этого делать нельзя. Каждым заводом-производителем придумана специальная схема, чтобы лишняя влага и вода выходила со стиральной машины. Для этого после стирки мы закрываем барабан, и верхнюю часть стиральной машины, которая служит для порошка и для моющего, мы открываем. Она специально сделана из пластика, ну а лишнюю влагу мы выпускаем только сюда. Пользуйтесь! Теперь храню чеснок только так. Самый лучший способ, как хранить чеснок. Попробуйте этот способ 1 раз и будете использовать этот способ только так. Я очень жалею, что раньше не знал, как правильно хранить чеснок. Но благодаря этому способу он хранится годами. Он хранится ароматным и вкусным, как будто его только что принесли с грядки. Теперь храню чеснок только так. Не нужно никаких сеток, никаких приспособлений. Все очень легко и просто. Там, где вы обычно храните чеснок, например в банке, положили чеснок и насыпали 1 столовую ложку муки, 1 столовую ложку соли и 1 столовую ложку обычной пищевой соды. Эту смесь перемешали и положили сверху чеснок. Благодаря этому способу чеснок сохранит вашу свежесть и ароматность и будет храниться годами. Никогда не ложитесь спать, пока не поставите вот такой вот стакан с водой возле своей кровати. И эффект вас просто поразит. Я сначала не верил, но потом попробовал и теперь делаю каждый раз перед сном, и эффект вас просто поразит. Размер стакана, кстати, не имеет значения. Можно взять маленькую чашечку или, допустим, такой стакан на пол-литра, как у меня. И обязательно, это очень важно, чтобы стакан с водой стоял максимально близко к тому месту, где вы спите. Сейчас расскажу, в чем секрет и зачем это нужно, а ты пока подпишись и поделись этим видео со своими друзьями. Обязательно нужно ставить стакан с водой перед сном, чтобы весь накопленный негатив, накопленная непозитивная энергия за день в себя впитала. И на утро вы будете себя чувствовать просто как огурчик. И вы будете утром просыпаться в хорошем настроении и с улыбкой на лице. Заверните картошку в обычные салфетки, и вы будете удивлены от результата. Рецепт от наших бабушек, как правильно и быстро приготовить картошку в микроволновке. Для этого нам понадобится картошка и вода. Все делается очень быстро и просто. Заворачиваем картошку, окунаем в водичку, вот так вот хорошенько ее пропитываем. И все, что нам понадобится дальше, это обычные зубочистки. И вот таким вот образом мы берем, вставляем наши зубочистки. 2 зубочистки мы вставляем спереди и вставляем последнюю 4-ю зубочистку. Если у вас длинные зубочистки, края зубочисток можно обломать. И у вас должен получиться вот такой вот коник из картошки. И на 3 минуты отправляем нашего коня в микроволновку. Устанавливаем таймер ровно на 3 минуты и ожидаем. Открываем. Через 3 минуты, как наш коник упал, его можно доставать. Убираем бумагу. Нашу картошечку вот таким вот образом разрезаем. Ложим маслечко. Вот так вот присаливаем. И вот таким вот образом мы приготовили вкуснейшую картошку в микроволновке. Всем приятного аппетита! Вставьте огурец в соль, и ваши соседи постучатся к вам в двери. Я не знаю, ребята, как это работает, но эффект просто потрясающий. Для такого эффекта берем обычную салфетку. Желательно взять 2-3 слоя. Берем небольшой свежий огурчик, ложим на салфетку, запшикиваем наш огурчик водичкой, вот таким вот образом. Водичку не жалеем, обильно смачиваем. Затем нужно посыпать наш огурчик солью. 2-3 столовые ложечки. Соли не жалейте, я думаю, будет достаточно. Затем берем наш огурчик и скручиваем огурец в салфетку вот так вот, трубочкой. Аккуратненько, чтобы соль наша не высыпалась. И закручиваем вот так вот наши края. Теперь хорошенько запшикиваем нашу салфетку, чтобы огурчик наш
хорошенько промок. Кладем дальше в холодильник на 3-4 часа. Прошло 3 часа, достаем из холодильника. Смотрим, что же у нас получилось. Разворачиваем. Вы посмотрите, огурец соленый у нас получился. Какой хрустящий получился. Вот это красота. Пользуйтесь.